Скажите, а вас тоже пугали сложностью игр серии 18XX до того, как вы попробовали сами в них сыграть? Если да, то поделитесь в комментариях. А сейчас мы вместе с вами попробуем разобраться, так ли все сложно на самом деле. Всем привет, с вами Сережа, вы смотрите канал Geek Media, и сегодня мы поговорим с вами про игры серии 18XX и конкретно про настольную игру Railways of the Lost Atlas. А если вы смотрите сейчас это видео, то, скорее всего, вы либо уже что-то знаете про игры серии 18XX, либо желаете узнать. Первые из вас могут промотать ролик дальше, там, где я расскажу о сегодняшней игре, а для остальных я позволю себе просто на 1 минуту маленькую историческую справку. Вы не против? Почему это семейство игр называется 18XX? Потому что именно в 19 веке в большинстве стран шло бурное развитие железных дорог. В серии уже больше 200 игр, и каждая из них посвящена развитию железных дорог на определенной территории и в течение какого-то определенного периода времени 19 века. И самим играм обычно присваивается название какого-то года, который стал для конкретного региона каким-то судьбоносным в этом плане. Самая первая игра семейства 1829 вышла более 50 лет назад, в 1974 году, но в ней уже тогда присутствовали основные черты игр этой серии. А что относится к этим чертам? Во-первых, самое важное, что в игре есть два вида субъектов. Во-первых, это игроки, они же инвесторы, которые покупают и продают акции железнодорожных компаний. Во-вторых, это сами железнодорожные компании, которыми управляет президент. А президентом компании обычно является тот, у кого наибольшая доля акций в этой компании. Но деньги компании – это всегда деньги самой компании. И вывести их из компании себе в карман не получится. И вот эти два вида субъектов, инвесторы и компании, они действуют по очереди. Сначала обычно идет стоковый раунд, в котором инвесторы покупают или продают акции компаний и даже отдельные мелкие компании. Чаще всего это какой-то аукцион, но возможен и драфт. И покупая первые акции какой-то компании, инвестор определяет начальную стоимость этих акций, и это влияет на то количество денег, которое получит компания для старта. Если выкуплено какое-то определенное количество акций компании, то обычно она начнет действовать в следующем операционном раунде. А тот, у кого больше всего акций этой компании, будет ее президентом. Он будет иметь специальный президентский сертификат, который равен 2 обычным акциям, и будет принимать все основные решения по поводу деятельности самой компании. В операционных раундах игроки будут покупать, продавать акции, и при этом контроль над компаниями может переходить от одних игроков к другим, к тем, у кого окажется больший пакет акций компании. В разных играх серии есть свои ограничения. Например, на то, какую максимальную долю акций компании может иметь один игрок, сколько всего акций в наличии у него может быть, сколько акций минимум должно остаться у игроков на руках, а не в банке, как ведет себя рыночный курс акций, либо при продаже, либо при полном выкупе акций. Те игры серии, которые делают основной упор на разные махинации с акциями, вплоть до слияния компаний, такие игры относят к финансовой ветви серии 18XX. После стокового раунда, в котором действуют игроки, проводятся операционные раунды. Количество операционных раундов зависит от эпохи, а сама эпоха определяется теми паровозами, до покупки которых компании успели добраться. В операционных раундах компании действуют по очереди, начиная от компаний с самой высокой ценой акции. Что делают компании? Они оперируют на поле, состоящем из гексов. Они могут прокладывать новые пути, улучшать существующие, улучшая при этом и населенные пункты. Они могут строить станции своей компании в городах, чтобы расширять свою сеть и перекрывать маршруты другим игрокам. В отличие от большинства других игр на паровозную тематику, здесь вся железнодорожная сеть общая. Но если путь преграждают чужие станции, то дальше этих станций
построить или продвинуться не получится. Компании будут покупать паровозы, чтобы запускать поезда вместе с ними и получать прибыль от перевозок. Количество населенных пунктов, которые может посетить поезд, зависит от паровоза. И компаниям, конечно же, выгодно иметь самые лучшие паровозы, которые могут заехать в большее количество населенных пунктов. Но обычно количество городов в компании ограничено, и маршруты строятся по определенным правилам. Может сложиться ситуация, когда у компании вроде бы есть паровозы, но им некуда ехать, просто потому что саму компанию заперли другие компании своими станциями на каком-то ограниченном куске карты. После того, как компания получила прибыль, президент компании принимает решение, хочет ли он удержать эту прибыль, либо отправить ее на выплату дивидендов акционерам. Если, например, деньги остаются в компании, то курс акций обычно снижается, но эту прибыль компания сможет использовать для покупки новых паровозов. Это важно, потому что влияние денег в компанию после ее открытия сильно ограничены, а более современные поезда стоят сильно дороже, чем те поезда, с которых начинает компания. Если же дивиденды не выплачиваются, то каждый владелец получает свою долю, а курс акций чаще всего растет. В разных играх серии правила повышения курса акций могут отличаться, но в любом случае, чем выше прибыль, тем лучше это для акционеров компании. Для увеличения прибыли компании могут покупать новые паровозы, но совсем старые при этом могут ржаветь. Причем ржаветь сразу у всех компаний. Паровозы – это самый важный и ценный актив компаний, но пул паровозов при этом является и своеобразным таймером или даже метрономом, который задает ритм всей партии. Если у компании заржавели все ее поезда, то она либо будет скатываться к банкротству, либо по правилам президент должен будет добавить свои деньги, чтобы компания смогла купить себе новый и дорогой паровоз. И вот те игры, в которых меньше возможностей для махинаций с акциями, но более широкие возможности для операционной деятельности компаний, в том числе по постройке путей, по конкуренции на поле, их обычно относят к ветви операционных 18XX. Обычно на партию сдается какой-то денежный банк, несколько тысяч, и игра заканчивается, когда перед очередным стоковым раундом этот банк опустел из-за выплаты дивидендов. Но есть и альтернативные варианты завершения партии. Например, когда кто-то из игроков обанкротился, либо цена акций какой-то компании достигла заданного максимума. Базово это все правила игр серии, но дальше обычно начинаются какие-то нюансы, потому что было бы странно выпускать одну и ту же игру просто на разных картах. Согласны? Например, в самой первой игре серии была отдельная механика постройки новых дорог. У компаний были свои исследовательские группы, они перемещались по карте, строили новые дороги, и вдобавок к этому в игре был выкуп земельных участков для постройки на аукционе. Это сильно затягивало партию, и поэтому в последующих играх серии, начиная с 1830, этой механики уже не было. К слову, 1830 вышла через 12 лет после выхода первой игры, но до сих пор высоко котируется у любителей серии. После того, как сама система 18XX стала популярной, игры на ее основе стали создавать разные авторы, в том числе и именитые. Например, 1846, которая неплохо подходит в качестве старта для знакомства с серией, сделал Том Лиман, создатель борьбы за галактику и Рес Арканы. Есть даже 1861 про Российскую империю, вот она, которую привез в Россию один издатель несколько лет назад, но без перевода. И она шла в одной коробке вместе с 1867 про Канаду. Во всех этих играх важную роль играет соответствие реальной истории. Игроки открывают существовавшие в реальности компании, друг друга сменяют поколения реальных паровозов, а про карту и про рельеф местности даже говорить нечего. Иногда доходит до очень забавного или очень интересного. Например, в 18 Индии паровозы не ржавеют, а продолжают ездить вечно и даже зарабатывают на перевозке товаров. В 1824 по Австро-Венгрии есть специальные угольные поезда, которые перевозят не людей, а уголь из угольных шахт. В 1862 у вас будут 3 разных типа поездов: экспрессы, пригородные поезда и грузовые. И для каждого из них компании нужен свой тип лицензии. И каждый тип будет приносить прибыль абсолютно по-своему. Короче, если вы хотите выбрать себе лайфстайл игру,
то вы можете погрузиться в семейство 18XX и чередовать разные игры, подходящие именно вам и вашей компании. Есть, конечно, и ограничения. Обычно это и большое время партии, и количество человек, потому что игры 18XX обычно рассчитаны на 3 человек минимум, но лучше всего играются на 4-5 человек. Исключения тоже есть. Вот, например, 1862 отлично подходит на любое количество человек от 2 до 8. Я сыграл несколько партий дуэльно, она прекрасна, но на другое количество это будут совсем другие зарубы. И с учетом того, что сейчас идет тенденция к уменьшению времени партии, к уменьшению количества игроков за столом, вплоть до соло, которые пихают во все игры, многие пытаются сделать игры так, чтобы охватить как можно большее количество игроков. И вот новый издатель Asterisk Games в прошлом году, в 2024, выпустил на Kickstarter игру на системе 18XX. Называется она Railways of the Lost Atlas. Игра полностью распродана, купить ее сейчас нельзя, но готовится второй тираж вместе с дополнением и правилами как раз для соло-игры. И вот эту игру обещают локализовать отечественные издательства, запустить предзаказ уже этой осенью. Первое издание я себе взял, немного поиграл и сейчас вам покажу и расскажу про него. Во-первых, смотрите, какая у него офигенная коробка. Вот. Особенно по сравнению с другими играми серии, конечно, которые я показывал. Есть даже Exlibris, где можно написать себя. Все очень красиво, с каким-то фольгированием. Сделано очень здорово. Мне нравится. Да, почему игра называется «Железные дороги потерянного Атласа», а не 18 сколько-то там? Просто автор отказался от привязки к какому-то году, к какой-то стране, а действие происходит в вымышленном мире. Этот самый Lost Atlas — это и есть вымышленный мир. И для того, чтобы максимально разнообразить игру, он отказался от заданного поля, а поле теперь создают сами игроки вот из таких вот тайликов. Игроков в игре может быть от 2 до 5, а во втором издании, как я уже сказал, положат правила для соло-режима. Разумеется, есть определенные правила для создания этого поля, чтобы на нем в принципе можно было играть. Для тех, кто еще не играл и не понимает, что может пойти не так в процессе создания поля, есть заданные раскладки, которые могут помочь начать вам играть и не думать ни о чем. Вот такая вот, например, вот такая вот. Что у нас в принципе может быть на этих гексах, из которых составляется поле? Вот могут быть просто пустые какие-то клетки, могут быть клетки с какими-то городами, еще города. Могут быть гексы, на которых обозначены стартовые позиции компаний. Вот, например, смотрите, вот. Бывает сложный рельеф местности, какие-то холмы, горы. Бывает вода, много воды, меньше воды. Бывают какие-то дальние локации, я про них тоже сейчас расскажу. И вот это все выкладывается в большое поле, я сейчас сделаю пример, а для удаленных направлений берется специальная табличка, которая показывает ценность вот этих локаций. Табличек здесь несколько, на партию можно использовать одну, а можно подложить под каждое удаленное направление свою табличку. Отдельно у нас есть тайлы, которые не выкладываются на поле, но если игрок при создании открывает такой тайл, он должен разместить на поле столицу. Столица — это город, который будет приносить больший доход при посещении этого города. В зависимости от того, какую вы хотите сыграть партию, длинную или короткую, в зависимости от количества человек, вам предложат выложить разное количество тайлов и использовать разное количество компаний. Я сейчас выложил не все тайлы, просто показать, как выглядит поле, но выложил все компании, чтобы показать, как выглядит рынок компаний в этой игре. Короткая партия состоит из 4 циклов, длинная из 6. Есть вариант, в котором
Можно создать банк денег с определенным количеством денег, но для первой партии лучше все же начать с короткой игры. Кстати, про деньги. Деньги здесь выполнены в виде вот таких вот карточек. Смотрите, здесь 1, есть пятерки, двадцатки стандартно, 100, ну и крупные номиналы 500 и 1000. Очень плотный картон. Любители 18XX часто используют вместо бумажных денег покерные фишки, но это отдельные затраты, и я считаю, что в принципе в эту игру можно играть и стандартными деньгами. И как обычно у игроков на старте есть какой-то начальный капитал, на который они будут покупать акции компаний. Сами компании работают здесь не совсем так, как в обычных играх серии. Во-первых, они все считаются маленькими компаниями. Во-вторых, они выкладываются вот так вот в несколько стопок, и для покупки доступны только те, которые лежат сверху. И аукцион устраивается не за покупку акций какой-то конкретной компании, а за право открыть одну из доступных компаний. И по результатам аукциона победитель выберет себе компанию. Каждая маленькая компания имеет какую-нибудь особенность, которая немного меняет для нее правила игры. Например, там горная компания сразу имеет маршрут на домашнем гексе, довольно прибыльный маршрут в шахту. Компания с мостами может строить мосты на воде, никто другой больше не может. Пригородная компания может размещать специальные жетоны деревень и получать за них дополнительный доход и так далее. Всего компаний 12, и их особенности обязательно надо использовать для получения максимальной прибыли. Как во всех играх серии, начальная цена акций устанавливается в каком-то заданном диапазоне. На старте игры это от 60 до 90, как показано на шкале цены акций. И победитель покупает себе сразу две акции по сути и берет себе вот такой президентский сертификат и выставляет курс акций на табло. Например, я выиграл аукцион за право выбора компании для открытия со ставкой, например, в 130. Я плачу эти деньги в компанию, компания открывается, деньги 130 пойдут в компанию, в ее сокровищницу. Я выставлю цену акции. 130 пополам это 65, округляем в меньшую сторону, получается 60. Один жетончик я выставлю на трек дохода. И вот этот жетончик, он выставится на поле в операционном раунде, когда компания начнет действовать. Вот такой вот президентский сертификат я получу. И вот такие будут еще доступны для покупки. В чем отличие от обычных 18XX? Здесь одна доля это сразу 20%, и долей всего 5, а президентский сертификат сразу 40%. Другие игроки тоже могут покупать акции по заявленной цене, либо начинать аукцион за право открыть другую компанию из числа доступных. Есть ограничения, нельзя иметь больше 60% акций одной компании. И деньги за акции, как я уже сказал, идут в казну компании и позволят покупать ей паровозы. Компания будет работать, в банке у нее, например, лежит 130 денег, остальные акции доступны для покупки, а я себе взял в пул президентский сертификат этой компании. Я могу купить еще одну акцию. Другие игроки могут покупать акции из компании, и деньги будут идти в компанию. Когда никто больше не может или не хочет покупать акции в стоковом раунде, то этот раунд заканчивается и начинаются операционные раунды. В этой игре у нас всегда два операционных раунда, но в какой-то момент перед стоковым будет добавляться специальный раунд для слияния маленьких компаний и создания крупных корпораций. Вот на этом планшетике показывается порядок раундов: стоковый раунд, операционный раунд, и в какой-то момент будет добавляться раунд слияний. И количество циклов, которые будет длиться игра. 4 цикла для короткой партии, 6 циклов для длинной партии. Что же происходит в операционных раундах? Каждая компания в операционном раунде начнет действовать, начиная от компаний с большей ценой акции и по убыванию. То есть сначала будет действовать вот эта серая, потом голубая, потом зеленая и так далее. Все решения относительно деятельности компании принимает президент, то есть владелец большей доли акций и президентского сертификата. Что же делает маленькая компания?
Сначала маленькая компания всегда выставляет на поле свою станцию. Например, вот так вот. Вот здесь для нее место, она выставляет свою станцию. Потом она сразу же, новая компания, может купить паровоз. У меня есть 130 денег в банке. Паровоз второго уровня стоит 100 денег. Компания платит в банк и получает себе паровоз. Вот так вот. Покупка паровоза в самом начале – это небольшое, но очень важное отличие и улучшение игры, в отличие от других игр серии. Потому что компания после этого сразу может построить пути и запустить какой-то маршрут. Самые простые паровозы стоят всего 100. Самые дорогие, бесконечные, они могут стоить сильно дороже, например, 1000. Вот здесь. Двойка стоит 100. Потом идут тройки за 200. Четверки за 300. Дальше 450, 550. И смотрите, уже семерка стоит 750, а бесконечный стоит 1000. Либо 800, если со скидкой по трейдину. Покупать можно не любые паровозы. Покупать можно только те паровозы, которые находятся вот в этом пуле. И купить можно только верхний из них. Помимо этого, компания может либо продать свою акцию в банковский пул, либо выкупить ее из банковского пула. Например, если эта компания продаст свою акцию, цена акции упадет на один шаг, на одно деление, но компания получит себе в казну столько, сколько стоила акция. В игре есть тайлы 4 цветов: желтые, зеленые, фиолетовые и серые. Желтый — это самый начальный уровень, и компания может выставить либо 2 желтых, либо заменить один тайл на тайл более высокого уровня. Например, желтые на зеленые, зеленые на фиолетовые, фиолетовые на серые. Но улучшение разрешено только в том случае, если сохраняются все существующие пути, а эпоха, согласно паровозам, дошла уже до нужного уровня. Например, пока не куплен первый паровоз тройка, заменять желтые на зеленые тайлы нельзя. Вот смотрите еще раз. У нас все двойки желтые, тройки и четверки у нас зеленые, становятся доступны зеленые тайлы. С пятерки становятся доступны фиолетовые, а с семерки серые. Есть табличка-памятка с цифровой дифференциацией, на которой более четко указано, сколько каких паровозов у нас есть и когда меняются эпохи. На зеленую, на желтую, на серую. Число тайлов в игре ограничено, и если подходящего тайла нет, то улучшение невозможно. Есть хорошая новость. При улучшении старый тайл не уходит из игры, а возвращается в резерв. Зачем нужны улучшения? Они позволяют увеличивать размер городов, значит, и его ценность, также создавать новые развилки в дорожной сети. Например, вот такой вот желтый город можно будет заменить на зеленый, увеличив ценность города с 20 на 30, потом на фиолетовый ценность 40 и на серый ценность 50. После прокладки путей паровозы водят поезда по тем маршрутам, которые дадут им наибольшую прибыль. Например, паровоз с цифрой 2 сможет посетить всего 2 города и принесет столько денег, сколько указано на тайлах городов. Например, вот эта компания сможет прогнать поезд через вот этот и вот этот город и заработает 20 плюс 20 – 40 денег. Полученную прибыль можно либо выплатить полностью в качестве дивидендов, либо удержать. При удержании все просто. Деньги идут в компанию, а цена ее акций снижается на один шаг. Например, вот так. Если компания выплачивает дивиденды, то доход делится на соответствующее количество долей, то есть для маленькой компании на 5 долей, и владелец каждой из них получает свою часть. Например, компания заработала 40, у меня есть 2 доли, я получу 16 денег. Если акции лежат в компании, то деньги будут идти в компанию. При выплате дивидендов важен курс акций компании. Если прибыль не меньше курса акции, то курс акций вырастет. А если прибыль больше в 2 раза, то акция вырастет на 2 шага. Например, вот сейчас если компания заработала 40, цена акции не вырастет. Если бы курс акции
был не 50, а 40, такой же, то цена акций бы выросла. Если бы сейчас вот эта компания каким-то образом заработала 100 или больше денег, она шагнула бы на 2 шага вперед. После операции с прибылью компания может еще покупать паровозы. И здесь уже можно покупать паровозы, в том числе у других компаний, и за любую цену. И это способ как-то перераспределить деньги между своими компаниями. Ну и опять же, можно купить еще паровоз из общего пула, чтобы в следующий раз запустить не один маршрут, а 2 маршрута и получить больше денег. Если покупается паровоз четверка, то у всех компаний ржавеют все их паровозы двойки. Когда покупается первый паровоз шестерка, ржавеют все тройки. Как только покупается семерка или бесконечный паровоз, тут же ржавеют все четверки. Начиная с пятерки паровозы уже не ржавеют. И, как вы понимаете, цифра на паровозе – это то, сколько населенных пунктов паровоз может посетить. Если компания построит путь для какого-то удаленного местоположения, например, для такого или для такого, и запустит в него свой маршрут, то этот населенный пункт удаленный будет считаться, соответственно, табличке, которая лежит рядом с ним или действует на всю игру. Что важно, когда компания совершила все свои действия в ходе операционного раунда, в конце у нее обязательно должен быть паровоз. Если же у компании не хватает средств, чтобы купить его, то президент обязан добавить средства из собственного кармана, чтобы купить паровоз в эту компанию. И это вариант обанкротиться и закончить игру досрочно, например. И так в течение операционного раунда делают ход все компании. Обычно игроки для того, чтобы пометить, что компания уже совершила действие, переворачивают жетончики. Например, компания совершила действие, курс акций подрос, компания закончила действовать. Следующее, совершила действие, курс подрос. Здесь совершила, не подрос. Следующее совершила, подрос на 2 шага, готово. Это совершила действие, готово. И потом в начале следующего операционного раунда порядок действия компаний может уже отличаться. Если уже купили хотя бы один паровоз тройку, то после второго операционного раунда в цикле будет раунд с объединениями. И в ходе этого раунда, по желанию акционеров, 2 маленькие компании могут объединиться в одну большую корпорацию. Как это происходит? Во-первых, для объединения необходимо, чтобы компании были связаны друг с другом по полю и чтобы президенты этих компаний согласились на объединение. Что происходит с акциями? Все акции маленькой компании заменяются на акции новой корпорации из расчета 1 к 1. Потому что в большой корпорации каждая доля это не 20%, как здесь, а 10%. Все деньги и паровозы компании достаются созданной корпорации. Станции компании на поле заменяются на станции корпорации и плюс добавляются еще пара станций для постройки. Курс акций складывается и делится пополам. Это курс акций корпорации. Например, объединялись акции вот этих 2 компаний. Мы складываем курс их акций, получаем 225, делим пополам и получается 112. С округлением вниз мы заменяем на счетчик акций вот этой вот компании. Далее эта корпорация будет действовать абсолютно аналогично тому, как действовала маленькая компания, только у новой корпорации будут работать способности и одной, и второй компании, которые были до слияния. Плюс она сможет в момент строительства ставить за деньги свои станции. Как в большинстве игр серии, раз в цикл из пула паровозов уходит один, чтобы игра не затягивалась, и здесь это происходит перед каждым новым стоковым раундом. И после того, как прошло заданное количество раундов, 4 или 6, игра заканчивается. Игроки считают свои наличные деньги, считают стоимость своих акций по текущему курсу, и, разумеется, побеждает самый богатый. Ну что, скажите, сложные правила? Кажется, что это все сильно проще, чем какие-то хардкорные евро от Лассерды или похожие. В чем же тогда сложность игр этой серии? Во-первых, это все же экономический симулятор, и экономика здесь работает довольно жестко.
Ошибиться можно где угодно. Например, при назначении цены акций компании при запуске. И тогда в компании просто не будет достаточно денег, чтобы купить паровоз. Можно купить не особо ликвидные акции, можно, наоборот, продать ликвидные акции. Вам могут передать контроль над убыточной компанией, продав часть своих акций. И тогда, может быть, вам придется тратить часть своих денег на покупку паровоза для нее. Цена неправильных решений здесь очень высока. И если все понимают, что один игрок, например, сильно вырвался вперед, то иногда проще не доигрывать партию, а признать его победителем и сыграть еще раз заново. Во-вторых, в игре очень много взаимодействия на поле. Важно грамотно оценивать потенциал каждой компании для роста, возможности компании для слияния и плюсы от этого. И не допускать, чтобы вас заперли где-то на ограниченном куске карты. Тогда вам не поможет даже самый лучший паровоз. Если очень кратко, то в этих играх достаточно простые механики, но они позволяют сосредоточиться на стратегии, а не на самих правилах. Да, в отдельных играх серии есть какие-то нюансы, но обычно оно неплохо укладывается в процессе партии. И эти игры, они предлагают вам решать довольно сложные задачи с большим количеством переменных, но позволяют принимать интересные решения, которые могут сказаться на всех игроках и на ходе всей партии. И даже для любителей грязных трюков в этой серии тоже достаточно много вариантов, особенно если брать игры финансовой ветки. А чем хороша именно эта игра, на мой взгляд? Ну, во-первых, посмотрите на заявленные параметры. И по времени, и по количеству игроков она вполне может быть точкой входа в игры серии 18XX. Можно сыграть короткую партию не за 6-8 часов, а в 2-3 раза быстрее. Опять-таки, в нее можно играть вдвоем, и это довольно редко встречается среди игр серии 18XX. После одной партии вдвоем я могу сказать, что игра дала мне ощущение полноценной партии, и при этом я не сидел и не ждал долго свой ход. В новом издании в игру положат соло-режим, в котором вы можете соревноваться с большим конгломератом, который будет действовать по своим правилам, по заданному алгоритму. Но лично я точно предпочту сыграть в эту игру с живыми людьми. Обычно партии 18XX не похожи друг на друга, и здесь при наличии составного модульного поля у вас каждый раз будет какая-то новая игра, новая партия. И при всем вашем желании эта игра будет начинаться еще до аукционов и при составлении поля. Вы будете смотреть за тем, чтобы ни одна компания не получила какого-то явного преимущества и наоборот не была где-то в отдалении от всех остальных без перспектив развития. Опять-таки, вы не будете знать, в каком порядке компании будут открываться, потому что поле составляется до этой выкладки. И вы будете пытаться балансировать компании, делать их примерно равными по своим перспективам. Если же вам наскучит базовый вариант игры, то вы можете добавить в игру модули, которые уже есть в базовой коробке. Например, можно включить недружественное слияние, когда решения о слиянии будут принимать не президенты, а все игроки, у которых есть акции, включая банк. Или можете добавить правило штаб-квартир компаний, и тогда вам точно будет веселее. Про дополнение к игре у меня пока мало информации, но я читал, что это будет 4 модуля. Там, разумеется, будут новые компании для запуска, будет нейтральная корпорация, добавятся события, которые будут влиять на ход партии, и будет что-то еще интересное. Лично я очень благодарен издателю за то, что он не боится издавать эту игру. Это первая ласточка, первая игра в серии 18XX, которая будет локализована, и я надеюсь, что за ней смогут последовать и другие интересные игры серии. Я ставлю лайк локализатору за выбор игры, вы ставите лайк мне за обзор, конечно. С вами был Сергей на канале Geek Media. Играйте в хорошие настольные игры. Всем спасибо и пока!